Для обороны Грозного чеченскими войсками было создано 3 оборонительных рубежа. Внутренний радиусом от 1 до 1,5 километра вокруг президентского дворца. Средний на удалении до 1 километра от границы внутреннего рубежа в северо-западной части города и до 5 километров в его юго-западной и юго-восточной частях. Внешний рубеж проходил в основном по окраинам города и был вытянут в сторону Долинского. На внутреннем рубеже оборона чеченских формирований основывалась на создании сплошных узлов сопротивления вокруг президентского дворца с использованием капитальных каменных строений. Нижние и верхние этажи зданий были приспособлены для ведения огня из стрелкового оружия и противотанковых средств. Вдоль проспектов Орджоникидзе, Победы и улицы Первомайская были созданы подготовленные позиции для ведения огня артиллерии и танков прямой наводкой. Основу среднего рубежа обороны составляли опорные пункты в начале Старопромысловского шоссе, узлы сопротивления у мостов через реку Сунжа в микрорайоне Минутка, на улице Сайханова и подготовленные к подрыву нефтепромыслы, нефтеперерабатывающие заводы и химический завод. Внешний рубеж обороны состоял из опорных пунктов на автомагистралях Грозный, Моздок, Долинский, Катаяма-Ташкала, опорных пунктов Нефтянка, Ханкала и Старая Сунжа на востоке и Черноречье на юге города. По некоторым данным, начальником штаба чеченской армии Асланом Масхадовым был разработан план разгрома российских федеральных войск в Грозном, по которому российские бронеколонны сначала беспрепятственно пропускались вглубь города, а затем уничтожались на узких улицах. Подтверждением этому может служить отсутствие на улицах Грозного, ведущих к центру, завалов и баррикад, затрудняющих движение войск. 1 декабря 1994 года новым командующим объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике был назначен генерал-лейтенант А. В. Квашнин. Штаб операции возглавил генерал-лейтенант Л. П. Шевцов. Руководство штурмом осуществлялось оперативной группой во главе с генералом армии П. Грачевым, расположившейся на железнодорожном пункте управления в Моздоке. 30 декабря на совещании части получили приказы. Назначенный на 31-й ввод войск в город был для всех неожиданным, так как еще не все части пополнились людьми, не все толком провели боевое слаживание. Хотя военные требовали еще 2 недели на подготовку, 26 декабря на Совете Безопасности было решено штурмовать, и поскорее. По словам самого Грачева, места дислокации бойцов Дудаева, численность которых по предварительным данным МО составляла 10-12 тысяч, были к тому времени хорошо известны разведке. Даже беглая характеристика всех этих оборонительных сооружений не оставляла никаких надежд, что боевики так легко сдадутся. Поэтому оставался единственный вариант – штурмом брать Грозный и разоружать дудаевцев. Учитывая реальность активного сопротивления дудаевцев в условиях города, командование приняло решение о создании штурмовых отрядов в составе ударных группировок войск. Основная задача командующим войсками группировок была поставлена еще 25 декабря. Упор делался на внезапность и полное превосходство по качеству вооружения федеральных войск над дудаевцами. Тем не менее, блокирование Грозного так и не было доведено до конца. Осталась открытой южная окраина города якобы для выхода из города мирных жителей. На самом деле туда поступали подкрепления боевикам, и туда же они ушли, спасаясь от полного разгрома и уничтожения. Укомплектованность федеральных войск оказалась такова, что пришлось создавать сводные полки, которые оказались не готовы к взаимодействию в бою. Чеченская сторона в Грозном также вела активную подготовку к обороне. Сооружались завалы и баррикады, дооборудовались и создавались долговременные огневые точки, минировались подходы к особо важным объектам. Вывозились из города в сельские районы чеченские семьи, женщины и дети. При этом выезду русского населения со стороны чеченских боевиков чинились препятствия. Его готовились использовать как живой щит. Одновременно формировались отряды ополчения. В места их дислокации направлялись вооружение и боеприпасы. Дудаевым был издан указ о придании судам оргстатуса военно-полевых. 22 декабря 1994 года в
5 утра начался обстрел Грозного, но только 24 декабря стали с самолетов разбрасывать листовки с объяснениями для населения, которое полагало, что войска идут их освобождать, и потому не рвалось покинуть город и укрыться в сельской местности, где к тому же у многих не было родственников. При этих артиллерийских обстрелах и бомбардировках, по некоторым данным общества «Мемориал», правозащитник С. Ковалев, погибло и было ранено несколько тысяч мирных жителей. Начинала штурмавиация, базировавшаяся на аэродромах Ейска, Крымска, Моздока и Буденновска. Из-за неблагоприятных метеоусловий эффективность действий авиации была низкой. Одновременно с началом воздушных ударов огонь открыла артиллерия. Утром 31 декабря объединенная группировка федеральных войск вошла в Грозный. Начался так называемый новогодний штурм Грозного.